Дорогие друзья, всем привет с острова Мальта. Сегодня на берегу Средиземного моря я буду готовить для вас классику. Классику колбасного жанра. Уверен, вы догадаетесь и вам понравится. Ну, конечно же, это краковская, классическая варено-копченая колбаса. Готовить классическую краковскую я буду по ГОСТу 86 года. Краковская колбаса для меня всегда была самой вкусной, самой желанной, самой распространенной. Среди всех колбас, на которых, в принципе, выросло наше поколение, краковская всегда занимала почетное место. В описании к этому видео я размещу текст именно ГОСТа 86 года. Ну а дома у себя я адаптировал этот рецепт максимально для того, чтобы приготовить его своими руками. Обязательно досмотрите это видео до конца. Не забудьте поставить лайк, друзья, подписывайтесь на канал. Итак, давайте будем готовить краковскую. Итак, для краковской колбасы я взял мясо. Это свинина нежирная, это лопатка. Вот такие вот она порезана под мясорубку. Здесь 2 килограмма лопатки. Значит, здесь грудинка свиная, 1 килограмм, это жирное сырье. Опционно можно добавить сюда жир свиной, то есть сало хребтовое. Ну и у меня достаточно жирная грудина, поэтому я в этой пропорции не буду использовать свиное сало. Мне будет достаточно 1 килограмма жирной грудины. И говядина. Вот такая у меня говядина, это фарш. На 1 килограмм он у меня подморожен. Всего здесь 4 килограмма сырья. Значит, проведу предварительный посол. Солить буду мясо уже порезанное под мясорубку. Вместе посолю свинину и отдельно посолю говяжий фарш. Солить буду из расчета 2% соли. Соль из расчета 2%. На 3 килограмма сырья здесь у меня 60 грамм соли. 30 грамм соли поваренной, обычной, и 30 грамм соли нитритной, содержание нитрита натрия 0,6%. Кроме этого в подсолнечной смеси 2 грамма сахара на 1 килограмм и полграмма аскорбата натрия, антиокислитель жира на 1 килограмм. Вот такой вот подсолнечной смесью сейчас я засолю, уберу в пакет и отправлю в холодильник на 72 часа на предварительный посол. Мясо перемешиваю вместе с подсолнечной смесью минут 5-7, так тщательно, но без фанатизма. Упаковываю в пластиковый контейнер, плотненько прижимаю, чтобы максимально удалить воздух. Накрываю крышечкой и отправляю в холодильник на 72 часа на предварительный посол. Температура в холодильнике плюс 2-4 градуса. Теперь я отдельно сделаю посол говяжьего фарша. Те же самые пропорции подсолнечной смеси. 2% соли на 1 килограмм, соль нитритная 0,6% и пополам с поваренной солью. Сахар и аскорбат натрия. Фарш я также тщательно вымесил подсолнечной смесью минут 5-7, упаковал в пластиковый пакет, это обычный zip-пакет, и отправил в холодильник на 72 часа. Итак, друзья, у меня прошло 72 часа, трое суток, и снова здрасте. Мясо отлично просолилось. Смотрите, как сработала нитритная соль. Нитрит натрия взаимодействовал с мясным белком миоглобином, и вот именно этот красный цвет яркий результат этого взаимодействия. Сейчас стало модным не делать предварительный посол, да, такие сразу вот это вот посолил, забил, сварил и съел. Я сторонник классических колбасных технологий, ну а вам решать. Теперь я переместил мясо в zip-пакеты и отправлю в морозильную камеру
Прежде чем перерабатывать мясо в фарш на мясорубке, чтобы предупредить лишний нагрев, я всегда работаю с подмороженным мясом. Часа на полтора, а то и два мясо подморозится до 0 градусов, и это будет тот предохранитель, который позволит мне не получить перегрев фарша. Соблюдение температурных режимов при переработке мяса – это залог получения качественного продукта. Мясо подморозилось где-то до 0 градусов. Решетка здесь у меня диаметром отверстия 10 миллиметров. То есть это такая крупная фракция. Если был бы свиной шпик, я бы его порезал кубиком ножом, но тут я пропущу все через эту решетку и получим крупную фракцию. Теперь я поменял решетку мясорубки на отверстие 5 миллиметров. Достал говяжий фарш, он тоже подморозился очень даже хорошо. Ну и проделаю с ним то же самое, что и со свининой. Порежу его кусочками и пропущу через более мелкую решетку. И при вымешивании говядина будет образовывать такой себе каркас, в который я буду уже вмешивать жирное сырье. Говяжий фарш подмороженный я нарезаю таким размером, чтобы он проходил в мясоприемник мясорубки. Теперь я смешаю жирное и нежирное сырье. То есть я вмешаю говяжий фарш в фарш свиной и буду вносить специи. Теперь я буду вносить специи. Здесь набор специй из расчета на 1 килограмм фарша по ГОСТу 1986 года. Перец черный молотый 2 грамма на килограмм, перец душистый молотый 1 грамм, кориандр молотый 1 грамм и майоран. Вот такая тут специя, приправка сухая, полграмма на килограмм. Именно майоран делает вкус краковской колбасы, поэтому ГОСТу такой аутентичный. Ну и по этому уже ГОСТу идет чеснок свежий из расчета 6 грамм на 1 килограмм. У меня 4 килограмма фарша, здесь у меня 24 грамма чеснока. Сейчас я внесу эти специи, слегка вымешу и разделю на две части, поскольку я буду вносить здесь пищевой фосфат из расчета 2,5 грамма на 1 килограмм. Буду вымешивать фарш в планетарном миксере двумя частями с водой. Буду вмешивать воду. Вода будет из расчета 15%. То есть по ГОСу там от 10 до 15%. Ледяная вода. На 4 килограмма фарша у меня будет 600 миллилитров воды. При вымешивании фарша в планетарном миксере я буду вносить воду, и специи равномерно разойдутся. Половину фарша я переместил в чашу планетарного миксера. Вот такой вот насадкой я буду вымешивать фарш и вносить воду. Это обычный домашний тестомес. Вот у меня вода ледяная, в морозилке где-то она у меня минут 40 простояла. 600 миллилитров я на две части разобью.
Вот такой вот планетарный тестомес, конечно, очень удобный и эффективный инструмент на кухне для работы с фаршем. Но если его нет, можно это все сделать руками. Просто приложить необходимые усилия и время. Вот, посмотрите, пожалуйста, друзья, какая прекрасная получается текстура и консистенция фарша. Он такой липкий, тянучий, отлично выбился мясной белок. Руками на это бы ушло минут 25-30, не меньше. На тестомесе на это ушло буквально 5-7 минут. Сейчас очень важный этап – это контроль температуры фарша. Стандартная температура фарша при его составлении, переработке не должна превышать 10 градусов, плюс 8-10. Хорошо, когда температура где-то в пределах 4-6 градусов, то есть еще какой-то остается запас на этап упаковки фарша в оболочку. Ну вот по факту у меня где-то в пределах 4,5 градусов. Все в нормальном. Теперь я переместил фарш в колбасный шприц, у меня вертикальный 5-литровый, и буду набивать колбасную оболочку. В качестве колбасной оболочки я взял говяжью череву. Вот такую говяжью череву я получаю от спонсора моего канала, интернет-магазина Craft Store. По ГОСТу для краковской колбасы можно использовать как свиную череву, так и говяжью. Натуральные оболочки от интернет-магазина Craft Store идеального качества. Я уже почти год пользуюсь именно колбасными оболочками натуральными интернет-магазина Craft Store и хочу рекомендовать вам именно этот магазин. На сайте интернет-магазина Craft Store вы найдете все необходимое для домашнего крафта. Если вы сделаете заказ на сайте интернет-магазина Craft Store, вы можете воспользоваться моим промокодом. При оформлении заказа введите слово Food Court, и вы получите 3% скидки на любой ассортимент и сумму вашего заказа. Ссылочку на интернет-магазин Craft Store я оставлю, как всегда, в описании к этому видео. Я нарезал оболочку на кусочки размером 70 сантиметров. С одной стороны я завязываю узелок. Говяжья оболочка хорошего качества, очень прочная. Ее можно набивать достаточно плотно. В районе узелка я так для подстраховки перевязал еще колбасным шпагатом. Диаметр оболочки 42 мм. У меня есть в наличии свиная черева натуральная, но там диаметр 36-38. Для домашней колбаски она вполне подходит, но вот почему-то краковскую по ГОСТу я захотел именно вот такого калибра. То есть 40-42 мм, местами даже до 44. Посмотрите, какая получается колбаска. Фаршеемкость такого диаметра натуральной оболочки где-то от 80 до 100 грамм на каждые 10 сантиметров, в зависимости от плотности. И в этой вот ситуации я хочу получить примерно вес колбасного батончика, кольца 450-500 грамм. Вот видите, для чего я привязал на хвостик колбасный шпагат. Вот теперь, ну и вот так вот 4 руки, конечно, получается вполне ловко. Ну вот как-то получилось так. Теперь осталось повторить это еще несколько раз, и все 4 килограмма фарша будут упакованы. Вот смотрите, что получилось у меня в результате этих упражнений. Вот такие вот получились 9 колец. Средний вес где-то 480-500 грамм. И теперь зубочисточкой я их вот так протыкаю. Теперь колбасные колечки на крючок и в холодильник на 12 часов при температуре 4-6 градусов на усадку. Теперь я перехожу к этапу тепловой обработки. Эту краковскую колбаску я буду готовить в коптильной камере полного цикла. Это коптильная камера «Малютка» от интернет-магазина Craftmaster. Объем камеры 65 литров, заявленная вместимость 8-10 килограмм продукции. У меня на канале есть подробный обзор этой коптильной камеры. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка. Переходите и посмотрите, что это за агрегат. Эту коптильную камеру мне предоставил интернет-магазин Craftmaster для работы и тестирования. Я оставлю ссылочку на этот интернет-магазин в описании под этим видео. Вот так выглядит краковская колбаска. Она 14 часов провела в холодильнике на усадке. И потом 2 часа она провела при комнатной температуре на отеплении.
И я еще включил там немножко вентилятор, чтобы она слегка обсохла. Значит, начнем мы сейчас с режима обсушки. Поверхность практически сухая, но тем не менее, сейчас мы посмотрим температуру внутри. Где-то порядка 15-20 градусов. Это режим отепления. Ну а режим обсушки уже мы будем выставлять на коптильной камере. Так, я запустил питание камеры. Датчик показывает температуру внутри камеры 21 градус. И датчик показывает у меня термометра 19 градусов у меня внутри изделия. Так, сейчас мы выставим температуру 45 градусов. Это режим обсушки. То есть здесь мы выставим температуру 60 градусов. Вот она начинает мигать. И мы сейчас выставляем температуру здесь 60 градусов. Вот так. Все, сработал автомат. Можно включать ТЭН и вентилятор конвекции. Значит, 21 градус сейчас в камере, 19 у меня внутри изделия. Значит, от 15 до 40 градусов распадается нитритная соль. То есть она прекращает свое действие. Именно в этом параметре необходимо провести режим обсушки. Загрузка вполне свободная. 4,5 килограмма колбасы входит легко. Но при необходимости здесь можно было бы еще добавить батончиков 5. И получилось бы здесь килограмм 8 точно колбасы можно было здесь поместить. Ну все, теперь я закрываю камеру, и у нас идет режим обсушки. В камере 21, нагрев будет идти до 45 градусов внутри изделия при температуре 60 градусов. Сейчас камера постепенно поднимет температуру до 60, и я буду контролировать и по температуре внутри, и буду также визуально, чтобы поверхность была идеально сухая. Вот температура в камере уже показывает 58-59, идет нагрев до 60, и уже внутри изделия 27 градусов. Прошло, наверное, минут 7-10. Значит, на этапе обсушки у нас открыт клапан вытяжного отверстия вот этой трубы. Открыты все. Это колба камеры сгорания. Итак, за 40 минут температура от 19 градусов достигла 45 внутри. При температуре 60 градусов. Так, теперь посмотрим, что у нас внутри. Вот такой цвет теперь у колбаски. Цвет такой яркий, красный, аппетитный. Поверхность абсолютно сухая. И теперь можно переходить к режиму горячего копчения. То есть режим обжарки духовки мы проводим при температуре 80. А в этой камере малютка по рекомендации производителя я установлю температуру внутри 70. Запущу дым и буду коптить до достижения температуры 60-62 градуса внутри изделия. Вот такая у нас сейчас уже красота. Вот такой вот дымогенератор мне укомплектовали. Интернет-магазин Крафтмастер. В базовой комплектации идет немного другая модель, без охладителя. Колба камеры сгорания наполнена на 2/3 щепой. У меня щепа бук. И вот обычной горелкой вот так вот снизу идет поджог. Там есть такие дырочки, их просто не видно. И в охладителе заливаю холодную воду. Ну, то есть принцип самогонного аппарата. Горячий дым проходит через охладитель, оседает конденсат вместе со смолой в баночку-накопитель. И вот такую поставил турбовытяжку. Такие у меня условия, чтобы во дворе не скапливался дым. Забор высокий, где-то 2,5 метра. Я поставил вот такую вот пластиковую трубу, диаметр 100 миллиметров. То есть она идеально встала. Ну и она создает дополнительную тягу. Так, температура уже 48 внутри, подъем начался. Контрольную температуру я установил 62 градуса внутри. И идет
этап обжарки с горячим копчением. На пеневой температура выставлена 70 градусов. Итак, друзья, процесс копчения идет благополучно. Очень хорошо работает дымогенератор. Даже я его немножко прикрыл, чтобы уменьшить тягу. Значит, здесь у меня 59 градусов, уже прошло 35 минут. Так, коптилка показывает где-то 70-73 прыгает температура. Но это нормально. Пока процесс идет прекрасно. Ну и время, конечно, есть. Не очень я люблю, конечно, такие сцены. Но, тем не менее, пока время я вам хочу показать, что тут у меня на перекус. Ребрышко свиное в этой коптилочке уже закопченное. Кусочек кролика. Да, вот тут я немножко себе оставил. Тоже копченый. Грудиночка. Вот такие кусочки у меня есть тут. Тоже с коптилочки уже свеженькая. Это вообще шедевр. Это у меня рапид. Это карбонат свиной. По технологии рапид уже приготовлен в этой коптилочке. Ну, тут у меня еще кусочек есть шейки. Свиной вообще тоже очень вкусное получается. Ну и, конечно, грех, да. Вот под такое все. 50 грамм, не пьянки ради, дабы не отвыкнуть. За здоровье тех, кто придумал и создал эту прекрасную коптильную камеру. За ваше здоровье, друзья. Это просто божественно. Вот ради этого процесса стоит заниматься таким копчением. Итак, друзья, процесс горячего копчения подошел к концу. Внутри продукта 61 градус. В принципе, этого достаточно. Значит, сейчас я подниму температуру до 85. Запущу этап варки с паром. Что для этого я сначала сделаю? Я перекрою доступ дыма в камеру. Вот так вот просто это делается. Все, дым пошел сюда. Крышку я закрыл. И сейчас он потухнет. Значит, теперь я уберу дым из камеры. Вот такая красота у меня получилась. Значит, тут вот такое у меня двойное колечко. Так получилось мне связать. Чтобы оно не соприкасалось, я поставил такую палочку. Я вам потом покажу, как этого не допускать. Ну, вот так привязки у меня случилось. При горячем копчении продукция не должна соприкасаться. Но цвет просто благородный. Запах прекрасный. Все, камера очистилась от дыма. И теперь я буду запускать парогенерацию. Значит, для этого я налью воды вот в этот бачок. Бачок, наверное, объемом до литра. Да, наверное, 800 миллилитров точно. Значит, здесь есть краник капельной подачи. Я чуть-чуть приоткрою. И вот по этой трубке вода капает на крыльчатку вентилятора конвекции. И таким образом температура пены будет установлена 85. И я буду варить с паром до температуры 68-70 внутри. Вот такая система здесь подачи капельной воды для того, чтобы организовать этап варки с паром. Если будет пара недостаточно, я пяточек по старинке залью в поддончик. Посмотрим, как быстро будет двигаться процесс. На этап копчения, горячего копчения, у меня ушло где-то 45 минут. Это был нагрев от 45 до 61-62 градусов. Вытяжную трубу я убрал, и теперь для варки с паром я закрою крышку вытяжного отверстия. Ну вот как-то так. Температуру я выставил 85 градусов. Теперь я посмотрю, сколько времени уйдет для того, чтобы температура достигла 68 градусов. Температура
Поднимается достаточно быстро. Я таки установил 70 градусов внутри продукта, уже 66 градусов внутри. Температура в камере 85. И вот таким образом идет капельная подача воды на крыльчатку конвекции, на тен. И вот это вот крутится пропеллер, разбрасывает эту воду на тен, и образуется пар. И пар, я вам скажу, идет очень активно. Вот даже при закрытой крышке выделяется достаточно много пара. Так что полноценный режим варки с паром в этой коптильной камере присутствует. Ну, посмотрите, буквально вот температура повышается. Еще минут 5, максимум 10, и я буду снимать изделие из камеры и отправимся на этап душевания. Итак, друзья, этап варки с паром завершен. Потребовалось буквально 20 минут, чтобы температура внутри продукта поднялась с 60 градусов до 70. То есть прекрасно работает вот эта вот тема с капельной подачей воды на тен и крыльчатку. Ну, теперь я заканчиваю этап варки с паром и перемещусь на кухню, где у меня подготовлена ледяная ванна. Вот посмотрите, что у меня получилось в результате. Красота неописуемая. Ну, теперь следующий этап — охлаждение резко в ледяной воде. И после этого до температуры 32 градуса я сделаю охлаждение резко и перемещу в холодильник на стабилизацию на 12 часов. Ну, а завтра будем пробовать. Вот теперь колбасу я снял с коптильной камеры. Смотрите, она горячая. Цвет просто прекрасный, изумительный, аппетитный. Этап душевания занимает примерно минут 20, 25, там, до получаса, не больше. Задача резко сбросить температуру, тем самым увеличивается срок хранения. Температура в пределах 32-36 градусов самая благоприятная для развития патогенной флоры. Поэтому резко пройти этот порог очень важно. Ну и после этого колбаса уйдет в холодильник на 12 часов на стабилизацию. Итак, друзья, на финальном этапе дегустации вот такая получилась колбаска. Краковская по ГОСТу 86 года. И сейчас мы будем пробовать ее на вкус. Выглядит она, конечно, шикарно. Итак, колбаска провела 12 часов в холодильнике, наверное, 14 на стабилизации. Вот такая она стала красивая, плотная. Значит, посмотрите, друзья, хочу показать вам. Вот это вот место, где соприкасалось в камере со вторым кольцом. Вот такие вот пятна могут быть, если продукция соприкасается в коптильной камере вот этими вот частями. Ну, так я его связал, я знал, что это будет, поэтому просто для примера. Ну, теперь разрежем и попробуем. Вот такая у нас сегодня краковская колбаска. Обалдеть. Очень красивый рисунок. Сейчас посмотрим, как снимается шкурка после копчения. Говяжья оболочка, натуральная черева. Ну вот так вот как-то она снимается. Ну что, друзья, хочу вам сказать. Я не знаю, пробовали ли вы краковскую колбасу ГОСТовскую в 86 году. Я точно ее пробовал. Я хорошо помню этот вкус. Это оно. Я уже не первый раз делаю краковскую колбасу. И различными методами я проводил тепловую обработку. Я ее готовил су-вид, потом на холодную коптил. Я ее готовил в духовке, потом опять же на холодную коптил. Но вот именно вот этот вкус, когда на горячую лег дым, специи раскрылись абсолютно по-другому. По текстуре, по эластичности, по плотности, по рисунку, по составу фарша, по специям. Это ГОСТовский рецепт реально классической варено-копченой краковской колбасы. Я абсолютно доволен результатом. Я абсолютно доволен тем, как отработала коптильная камера малютка от интернет-магазина Крафтмастер. Дорогие друзья, если вам понравился этот рецепт,
краковской колбасы по ГОСТу 86 года. Не забудьте поставить лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Food Court. Жмите на колокольчик, и вы всегда будете получать первыми уведомления о всех новых видео на моем канале. До новых встреч, дорогие друзья!